Привет, друзья! После утреннего выпуска новостей, который вы все посмотрели, конечно же, идут обеденные новости последнего часа. Сегодня первая половина дня в Германии продолжается неожиданным поворотом. Правительство Фридриха Мерца заявило, что готовит экономические решения, которые могут затронуть и бизнес, и обычных людей. Одни говорят, что это шанс оживить промышленность, другие, что меры идут слишком поздно. Что именно собираются менять, сейчас разберемся. Но это только начало. Параллельно в Брюсселе обсуждают новые правила для дешевых посылок из-за границы. Если их введут, покупки в интернете могут стать совсем другими и для покупателей, и для магазинов. На внутренней политической сцене тоже продолжаются обсуждения. Высказывания канцлера Фридриха Мерца о миграции вызвали новую волну обсуждений, куда может повернуть курс страны и кого это затронет в первую очередь. А еще сегодня говорят о словах Мерца, обращенных к Украине. Эта тема неожиданно стала одной из самых обсуждаемых в Германии. И это далеко не все события. Есть новости из Великобритании об известном предпринимателе, который решил уехать из страны, и причины его решения звучат очень знакомо для Европы. А в завершении интересные исследования, в каких странах человек считается верхним классом и почему цифры так сильно отличаются. Все это я кратко расскажу буквально за несколько минут. Итак, Германия во главе с канцлером Фридрихом Мерцем готовит новый пакет экономических мер. Правительство черно-красной коалиции представило планы, которые должны снизить цену энергии для бизнеса и защитить промышленность от падения конкурентоспособности. Главная причина этих шагов проста. Предприятия жалуются на слишком дорогую электроэнергию, а экономика уже несколько кварталов стоит на месте. Первое решение – это, внимание, облегчить работу авиакомпаний. С 2026 года государство уменьшает авиационный сбор. Это фактически налог на каждого пассажира. Его снизят, чтобы поддержать немецкие авиалинии, которые теряют клиентов из-за высоких внутренних расходов. Второе решение – дешевая электроэнергия для заводов. Правительство Мерца намерено установить специальную промышленную цену примерно в 5 центов за киловатт-час. Это не для всех, а только для крупных энергоемких предприятий. Металлургия, химия, машиностроение. Идея в том, чтобы они не переносили производство за границу, как это сейчас происходит часто. Третий элемент – запуск программы строительства новых газовых электростанций. Уже в 2026 году должны пойти первые тендеры. Нужны современные станции, которые будут работать как резерв в те моменты, когда солнца и ветра мало. Планируется мощность около 8 гигаватт. И еще одно большое решение – это создание так называемого инвестиционного фонда под названием «Германия». Он должен привлекать частные деньги в инфраструктуру и энергетику, потому что собственных бюджетных средств на все уже просто не хватает. Все это попытка правительства Фридриха Мерца стабилизировать экономику и удержать промышленность от дальнейшего спада. Удастся ли новой коалиции, это посмотрим. Следующая новость одна из самых важных для граждан Германии. Внимание! Европейский Союз готовит жесткие правила для дешевых посылок из-за границы. Сейчас, напомню, товары стоимостью до 150 евро можно заказывать без таможенной пошлины. Этим массово пользуются огромные интернет-платформы, прежде всего китайские. По расчетам Евросоюза в Европу ежегодно приходит около 5 миллиардов таких мелких посылок. Из-за этого происходят две проблемы. Первая проблема – это европейские магазины и производители не выдерживают конкуренцию. Они платят налоги, соблюдают правила, а дешевые товары из-за границы проходят почти бесплатно. Вторая проблема – никто толком не контролирует, что лежит в этих миллиардах посылок. Некоторые товары могут быть небезопасными, а проверить их физически невозможно, слишком большой поток. Из-за этого Брюссель решил льготу для маленьких посылок отменить. То есть даже товары дешевле 150 евро будут облагаться пошлиной. Сейчас Европейский Союз уже разрабатывает, какой именно будет эта пошлина – фиксированная или процентная. Цель этого решения – защитить европейский рынок и навести порядок в онлайн-торговле. Что изменится для нас с вами, для простых людей? Дешевые заказы за границей постепенно подорожают, доставка может стать медленнее из-за таможенной проверки, и европейские магазины окажутся в более честных условиях конкуренции. Новые правила будут вводиться, напомню, постепенно и полностью заработают к 2028 году.
Следующая новость связана с обсуждением миграционного курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии началась новая дискуссия о возможных изменениях правил для беженцев. Федеральный министр внутренних дел Александр Домбрин заявил, что хорошо интегрированные сирийцы, которые работают и участвуют в жизни страны, имеют перспективу остаться в Германии. В то же время тем, кто не интегрировался и не трудится, правительство готово предложить возвращение на родину. Причина такого заявления – это необходимость разграничить группы мигрантов. С одной стороны, люди, которые быстро включились в немецкое общество и экономику, с другой – те, у кого это не произошло, и которые, по словам министра, полностью опираются на государственную поддержку. Это положение пытается скорректировать изменениями политики, больше поддержка тем, кто участвует, меньше льгот тем, кто не участвует. Что планируется? Правительство Мерца будет проверять условия пребывания мигрантов из Сирии с учетом интеграции и трудовой активности. Если человек работает, знает немецкий язык, не зависит от социальных выплат, тогда шанс на постоянное пребывание возрастает. Тем же, кто не соответствует этим критериям, может быть предложено возвращение или отказ в дальнейшей поддержке. Таким образом, Германия отдает сигнал: участие, работа и интеграция – это путь к будущему в стране. Отсутствие участия и отсутствие прогресса – путь к пересмотру статуса. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии начался спор вокруг недавних слов канцлера Фридриха Мерца. Напомню, он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы рассмотреть дополнительные шаги, чтобы украинские мужчины оставались в стране и участвовали во внутренних процессах, а не переезжали в Германию. Почему эта тема вообще возникла? В Германии отметили, многие молодые украинцы приезжают, хотя в Украине продолжается напряженная ситуация, и стране необходимы люди для восстановления экономики и выполнения государственных задач. Это вызывает вопросы у немецких политиков. Почему мужчины призывного возраста уезжают, пока Германия оказывает Украине значительную поддержку? Мерц говорит так, цитата: «Мы поддержим Украину всеми возможными средствами, но тогда и украинцы должны участвовать в процессах, которые важны для их страны». Что же предлагает Мерц? Германия может пересмотреть правила пребывания для тех, кто не участвует в предусмотренных государственных процессах. Берлин ожидает, что Киев будет внимательнее контролировать выезд мужчин, чтобы избежать ситуации, когда значительное число людей переезжает в Европу из-за более комфортных условий. Обсуждается идея более тесного сотрудничества Германии и Украины по обмену информацией о гражданах, которые пересекают границу. Речь не идет о каких-либо обязательных мерах по выезду украинцев. Речь о другом. Германия ожидает, что ее помощь будет соответствовать усилиям Украины, чтобы не возникала ситуация, когда страна переживает сложный период, а часть людей уезжает туда, где условия стабильнее. Берлин ожидает, что Киев сам будет ограничивать выезд тех, кто должен служить или работать на восстановление Украины. И это только начало. В Великобритании один из самых молодых и богатых предпринимателей, Гарман Нарула, решил покинуть страну. По его словам, он получил впечатление, что государство не заинтересовано в предпринимателях и мигрантах, которые создают компании и рабочие места. Нарула объясняет, что его фирма активно развивается, но сталкивается с бюрократией, высокими налогами и атмосферой, в которой чувствует себя нежелательным. Другие страны предлагают более благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, поэтому он и ищет новые возможности за пределами Великобритании. А дальше еще интереснее. В Европе выяснили, какой доход делает человека верхним классом. Оказалось, разница между странами огромная. Например, в Германии попасть в число самых высокооплачиваемых можно только с годовым доходом около 90 тысяч евро. Это связано с высокими ценами, большими налогами и дорогой арендой. Деньги быстро, скажем так, сгорают. А вот в странах с более низкими расходами на жизнь, например, в Польше, Венгрия и Румыния, в ту же категорию топ-доходов может попасть человек, который зарабатывает примерно от 50 до 80 тысяч евро в год. Экономисты объясняют, причина в разнице стоимости жизни. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.